Приветствую вас на канале Время Лампы. В этом видеоролике мы обсудим 5 способов натренировать свой мозг так, чтобы снизить влияние негативных мыслей. В мыслях скрыта огромная сила. Оглянитесь вокруг. Все, что вы видите, есть воплощение чьих-то мыслей. Иногда мы недооцениваем способность мыслей проявляться в нашей жизни, и потому так важно следить именно за негативными мыслями. Знаете ли вы, что любовь, счастье, успех и все, чего вы хотите, уже есть в вас, но спрятано в глубине? Единственное, что не дает вам жить той жизнью, которой вам хочется, это ваши негативные мысли. Поэтому давайте рассмотрим 5 простых шагов, чтобы избавиться от них раз и навсегда. Шаг 1. Повторяйте свою мантру. Мозг очень мощная машина, но он не в состоянии думать сразу о двух вещах. Этим можно воспользоваться, повторяя какую-нибудь мантру, как только у вас появляется негативная мысль. Ее нужно повторять, пока эта негативная мысль вас не покинет. Звучит просто, но вы, наверное, почувствуете острое стремление осмыслить свои негативные мысли и эмоции, как-то отреагировать на них. Важно сопротивляться им и продолжать повторять мантру. Мне лично нравится повторять слова «я люблю себя». Какую бы силу ваши мысли не имели над вами, их жизненный цикл в действительности очень короткий. Поэтому боритесь со стремлением отреагировать на негативные мысли, пока они не исчезнут. Шаг 2. Переключайтесь с центрального зрения на периферийное. У нас два типа зрения – периферийное и центральное. Периферийное позволяет нам отслеживать движение вокруг нас и поддерживать в нас открытость и бдительность. Когда вы сосредотачиваетесь на пространстве вокруг себя, не фокусируясь на конкретном человеке или предмете, вы используете периферийное зрение. Центральное же зрение позволяет нам отслеживать движущиеся цели, чтобы разобрать, представляют ли они для нас потенциальную угрозу. Когда вы фокусируетесь на каком-либо предмете, вы используете центральное зрение. Когда-то люди полагались прежде всего на периферийное зрение. Сегодня же многие из нас массу времени смотрят в свои телефоны, компьютеры, телевизоры, книги и так далее, в результате все больше полагаясь на центральное зрение. Когда у вас возникает негативная мысль, переключайтесь на периферийное зрение. Есть связь между использованием периферийного зрения и возбуждением парасимпатической нервной системы. Данная связь повышает бдительность, снижает стресс и останавливает ваш внутренний диалог, позволяя вам отвлечься. Шаг 3. Назовите свои негативные мысли бесполезными. Этот шаг нравится мне больше всего, потому что он действительно самый действующий. Чтобы отключить негативные мысли, можно задействовать слово «бесполезные». Пришла негативная мысль, скажите ей «ты бесполезная». Один успешный бизнес-лидер таким образом разрывал и искоренял цепочки негативных мыслей. Это позволяет создать водораздел между собой, своими мыслями и эмоциями. Он позволяет вам наблюдать за ними более объективно, а не попадаться в их ловушку. Шаг 4. Внимательно наблюдайте за своими мыслями. Относитесь к ним с объективностью и любопытством, например, как сделал бы любой ученый. Помните, что вы и ваши мысли – это не одно и то же. Они могут досаждать вам без вашего согласия, и они могут оказываться деструктивными, если вы неосторожны. Также они склонны требовать вашего внимания, когда вы устали и когда вам скучно. Они даже могут заявляться без приглашения и требовать к себе внимания без какой-либо причины. Вам наверняка это знакомо. Но если вы откажетесь давать им эту причину, они оставят вас в покое. Шаг 5. Записывайте свои мысли. Это отличный способ очистить сознание и добиться большей объективности. Так вы как будто даете мозгу разрешение прекратить об этом думать. И это еще один прием, позволяющий отделить себя от своих размышлений и поглядеть на них беспристрастно. Как только вы записываете то, что думаете, и решаете, что с этим сделать, снижается вероятность, что ваш мозг снова начнет преследовать вас теми же самыми размышлениями.
потому что для него эти мысли будут выполнены, и он не станет к ним возвращаться. И последний нейрологический совет, который поможет сопротивляться стремлению расковыривать внутренние раны. Чем меньше мы о чем-то думаем, тем слабее становятся нейронные пути, связанные с этой мыслью и темой. Да, ваши мысли влияют на мозг на физиологическом уровне. Наверное, это для многих уже не секрет. Чем больше вы сопротивляетесь стремлению подумать какую-то мысль или осмыслить некую тему, тем труднее мозгу будет подсовывать вам эти мысли и темы. Поэтому, чем меньше об этом думаете, тем меньше в дальнейшем эти мысли будут вас посещать. Порой сопротивляться этому стремлению трудно, но когда это случается, просто скажите себе: всякий раз, как я не даю себе об этом подумать, я перепрограммирую свой мозг. Я делаю это прямо сейчас. Попробуйте эти советы и дайте вашим негативным мыслям уйти раз и навсегда. На этом, друзья, наш видеоролик подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!